Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91,2. По телеграмму, там есть канал радиостанции «Спутник». Допрашиваем мы сегодня историка, сотрудника лаборатории военной экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы Алексея Валерьевича Исаева по делу о том, можно ли было в ноябре 1942 года сделать существенно больше. Объясню, что значит «существенно больше». Часто говорят, история не знает сослагательного наклонения, то есть что могло бы быть. На самом деле история без сослагательного наклонения – это фактология, то есть просто изучение конкретных фактов, проверка их. Это все, конечно, интересно, полезно, но как источник уроков для современности и для будущего история невозможно без оценок происшедших событий. А оценка всегда опирается не только на то, что было, но и на то, что могло бы быть. Какие еще были в тот момент возможны варианты? Был ли из этих вариантов выбран лучший? А если нет, то почему? И так далее. Так вот, вкратце напомню, что летом 1942 года Германия решила лишить Россию, называвшуюся тогда Союз Советских Социалистических Республик, главного в тот момент источника нефти на Кавказе. Северный Кавказ, и Южный. Основные центры нефтедобычи, соответственно, Грозный и Баку. Но для того, чтобы войска, двинувшиеся на Кавказ, не подверглись удару с фланга, а Алексей Валерьевич очень много сделал для объяснения того, почему по наступающим выгоднее бить с фланга, чем пытаться выстраивать преграды прямо перед ними. Так вот, для того, чтобы избежать этого удара, нанесли, так сказать, вспомогательный удар. После того, как попала в окружение значительная часть наших войск, пытавшихся прорваться, в основном в Харьков, хотя были и другие цели, немцы, развивая наступление, быстро дошли до Дона. От Дона двинулись к ближайшей к Дону точке Волги. А поскольку она ближайшая, то там с давних пор был торговый путь, и на этом пути вырос город по близлежащей речке Сары-Су, то есть «Желтая вода», названный Царицын. В 1925 году его переименовали в Сталинград, но надо сказать, что Адольф Алоизович Гитлер совершенно честно сказал: мне этот город нужен не потому, что он назван в честь советского вождя. Это была просто самая удобная точка для того, чтобы перерезать нашим войскам основные пути продвижения к Кавказу и снабжения наших войск по дороге к Кавказу. Как часто бывает в таких случаях, эта точка, поскольку была принципиально важна для противника, стала основным центром нашего сопротивления. И вот 2 дня назад мы отмечали годовщину завершения боев в Сталинграде, но очень многие
энтузиасты, в том числе, насколько я знаю, даже кто-то из вполне профессиональных историков, пытались рассмотреть вопрос о том, а можно ли было тогда окружить немцев не только на Волге, в районе Сталинграда, но и обеспечить прорыв дальше, к Черному морю, отрезая всю кавказскую группировку. Я вот для затравки беседы послал Алексею Валерьевичу одну из книг, написанных в жанре «Попаданец», где завязкой сюжета служит как раз организация такого вот глубокого прорыва. Но одно дело фантастика, а другое дело понять, что на сей счет думает историк, долго и внимательно изучавший те события. Теперь постараюсь прервать это затянувшееся вступление и выслушать позицию Алексея Валерьевича относительно этого плана и, наверное, многих других. Вообще, когда мы говорим об сослагательном наклонении, тут действительно надо правильно этот вопрос позиционировать. Например, мой любимый пример на этот счет – это Пёрл-Харбор. В любой уважающей себя книге, посвященной нападению Японии на Жемчужную гавань, обязательно рассматриваются варианты, такие как изменение целей японской авиации, например, удары по нефтехранилищам, изменение задач конкретных групп бомбардировщиков и так далее и тому подобное. Поэтому изучение в плоскости правильных, неправильных решений, оно, безусловно, полезно, нужно, не следует его опасаться. Ну и не будем забывать, что про сослагательное наклонение сказал все же действующий политик, а не историк. Поэтому в обсуждении различных вариантов никакой крамолы нет. И здесь, когда мы препарируем их, мы лучше познаем реальность. В данном случае речь идет об ударе на Ростов, как первоначальном плане операции «Большой Сатурн», от которого отказались в пользу малого Сатурна. И здесь, конечно, следует прежде всего обратиться к такой прозаической вещи, как организация самостоятельных механизированных соединений. Отвечая на вопрос, были ли у Красной Армии, например, что-то сопоставимое с немецкой танковой группой, то есть численность 150-200 тысяч человек полностью моторизованных соединений, ответ отрицательный. Такого у нас даже близко не было до 1945 года. Ну, тут, наверное, стоит вернуться к вашим же разъяснениям того, что танковая группа — это в первую очередь не танки, а все, что нужно для их снабжения и поддержки. Да, то есть это пехота, артиллерия, да, совершенно верно. И в это как раз упирается вопрос, связанный с возможностью реализации броска на Ростов. Для того, чтобы нанести столь глубокий удар, необходимо иметь не просто танки, которые доедут до Ростова, а комплекс, то есть, который сможет вести общевойсковой бой. Ну, кстати, в том романе, который я вам подкинул для затравки, там это решили тем, что, собственно, танки своим ходом добрались, по-моему, только до Невинномысска, а оттуда на Ростов двигались уже в железнодорожных эшелонах. Ну, это все, на самом деле, достаточно такие... Ну, скажем так. Я бы сказал, если по-честному, то это все достаточно беспомощные рассуждения. Потому что, скажем так, на мой взгляд, даже если
такое попытались бы осуществить, план бы зависел от великого множества случайностей, и сорваться мог Да, он бы в любой гарантированно, момент. понимаете, все эти там манипуляции нештатными средствами, там по железной дороге там что-то возить, это все практически гарантированный провал. Точно так же, как там, например, задействовать в качестве мотопехоты на такую глубину кавалерию. Кавалерия, она работает, например, на небольшую глубину. Поэтому реально, если смотреть на возможности Красной Армии образца ноября 1942 года, и опять же, не будем забывать, что к городу Ростову, В смысле, ноября 42-го. да, как раз ноябрь 1942 года. Что у Красной Армии есть? У его Красной Армии есть, можно сказать, полуэкспериментальная танковая армия, 5-я, смешанного состава со стрелковыми дивизиями. Есть танковые механизированные корпуса, которые не располагают вообще, в принципе, гаубичной артиллерии. Гаубичной артиллерии в танковых механизированных корпусах 0. Просто ее нет вообще. Из чего она появилась после войны? Вообще, поэтому, как говорится, возможности, например, подавить противотанковую артиллерию на подступах к Ростову, возможности почти нулевые. Поэтому как бы возможности советских самостоятельных механизированных соединений, они были ограничены именно этим фактом. Немцы могли дотащить за своими танками орудия калибром до 210 миллиметров. Могли доты сносить в случае надобности. Не говоря уже о такой вещи, как контрбатарейная борьба. Мы это все сейчас видим в телевизоре, как это все происходит в реальной жизни. И немецкая танковая дивизия располагала орудиями 150, пушками 105 для контрбатарейки. Она могла справиться с общевойсковым соединением, то есть, грубо говоря, там, с какой-нибудь стрелковой дивизией резервной, еще кем-то выдвинутым навстречу. Советский танковый корпус в серьезное сопротивление мог застрять запросто. Именно ввиду отсутствия полноценной гаубичной артиллерии и полноценной контрбатарейки. Поддержка с воздуха это не заменяет. И с этим всю войну, особенно на самом деле, учитывая, что дело происходит в конце ноября. Да, что погода плохая, поэтому... Даже при хорошей погоде рассмотреть цели можно всего несколько часов в сутки. Да, и Дальше опять всё же темно. долететь надо, то есть нужны аэродромы. И опять же, что еще хотел сказать, к городу Ростову с запада едет 503-й батальон тяжелых танков «Тигр», которые реально пошли в бой под Ростовом. В реальной жизни это произошло. Поэтому они вполне могли быть вброшены, стать камнем преткновения. Советское военно-политическое руководство, вот его можно во многих вещах упрекать, но все же к этому периоду войны оно стремилось не идти по пути авантюр. Поэтому, увидев, что возникли определенные проблемы с реализацией плана, прежде всего, в отношении численности окруженной группировки, предпочли операцию «Сатурн» скорректировать, свернуть, уменьшить ее масштабы. Это, в общем, было вполне разумно, поскольку благодаря сворачиванию операции от журавля в небе к синице в руке произошли такие прекрасные вещи, как Тацинский рейд. Что такое Тацинский рейд? Это удар советского танкового корпуса под командованием генерала Баданова по 24-го по аэродрому Тацинское, который... Лучшая противовоздушная оборона — наши танки на вражеских аэродромах. Точно так же было поставлено под угрозу Морозовское. Соответственно, две крупнейшие авиабазы, которые снабжали окруженную сталинградскую группировку, оказались выбиты. Плечо подвоза по воздуху воздушного моста увеличилось, что, соответственно, стало началом конца воздушного моста в Сталинград. Поэтому то, что выбрали более реалистичный план, безусловно, пошло на пользу, поскольку если бы вместо того, чтобы идти на Тацинскую, Морозовскую, советские, тот же 24-й танковый корпус или там 1-й мехкорпус,
пошли бы в погоню за журавлем и погибли в этой погоне за журавлем, снабжение было бы у немцев лучше, имеется в виду окруженных. Поэтому всегда есть выбор. Синица в руке, журавль в небе. Иногда, да, надо гнаться за журавлем. Вот классический пример, когда надо гнаться за журавлем и успешной погони за журавлем, дает нам Георгий Константинович Жуков 80 лет назад, который, достигнув города Познань, написанного в директиве Ставки, после этого он мог спокойно сказать, как бы, товарищ Сталин, Познань достигнута, все хорошо, задачи выполнены. Дальше, как говорится, встаем, подтягиваем тылы и так далее и тому подобное. Георгий Константинович не стал так рассуждать, а рванул дальше в направлении границы между Польшей и Германией 1939 года, где стояли бетонные коробки, которые могли быть через дни, а в некоторых случаях часы, заняты немецкой пехотой. Или хотя бы фолькштурмистами. И тогда Жуков, он потом, после войны, в декабре 1945 года была большая конференция про Вислоудовскую операцию, именно как изучение ее опыта. Он там прям практически с цифрами в руках прикинул, что прорыв Восточного вала, точнее, пояса Варта-Одера, если корректно называть эти укрепления, обошелся бы там 1,5 месяца подготовки, 1,5 месяца прорыв. То есть 3 месяца долой. И пошли бы на Берлин на 3 месяца позже. Ну, представьте себе. Вот выбор. Да, человек выбрал журавля в небе. Он рванул, можно сказать, на пределе своих возможностей. Но возможности он свои знал. А вот тогда рваться к Ростову, это было, в общем, затеей неправильной. И то, что, опять же, в мемуарах своих Манштейн говорит, что вот, если бы русские проявили там какие-то свои качества, дерзость, там еще что-то, и дошли бы до Ростова, было бы все плохо. Да не было ничего все плохо. Как раз он пытается принизить Сталинградскую победу, в которой, в общем, сделали все разумно. И на лишние шаги, которые мешали сбору плодов этой победы, уничтожению армии Паулюса, потому что, опять же, напомню, в чем была проблема номер один. Проблема номер один заключалась в том, что собирались окружать группировку где-то 120 тысяч человек, а в окружение попала группировка 300 тысяч человек. И это заставило все переиграть. Заставило абсолютно все переиграть. И, в том числе там, прибытие немецких резервов заставило задуматься, а нужно ли нам пытаться гоняться за какими-то там журавлями в небе, когда у нас явно не та обстановка, на которую мы рассчитывали на этапе планирования того же Большого Сатурна. Давайте как бы посмотрим правде в глаза и не будем ставить непосильные задачи в той обстановке, когда посильные бы решить. Ну, кстати, то, что наши оценивали группировку в 2,5 раза меньше, чем она была, это, на мой взгляд, показывает, что боеспособность этой группировки в тот момент была в расчете на одного человека ощутимо ниже, чем наши ждали. Ну, это вопрос по прежнему опыту. Как раз дискуссионный. То есть тут люди попадали, в том числе, в ловушку своих собственных донесений, когда они доносили, что уничтожили 100 500 миллионов германцев, то им задавали вопросы, ну и они уменьшали численность группировки. И, соответственно, рано или поздно оно приходило к той величине, которая была налицо. Но это понятно, что в этой есть и доля шутки, но, понимаете, когда говорили о том, что мы там сняли, там, немецкие войска понесли такие-то потери, хотя реальные потери были ниже, то потом сумма прописи, она автоматически уменьшалась. И поэтому считали по нижней границе, надо было, в общем, считать более реалистично. То есть это достаточно серьезный прокол разведки. Что уж говорить-то. Это прокол, который признавался даже в советское время со страниц мемуаров Василевского. Да, что мы недооценили. Да,
как говорится, документов из сейфа никто не похитил, как в фильме «Подвиг разведчика». Поэтому численность немецких дивизий посчитали, оценили неверно. То есть были ошибки в одну, были ошибки в другую сторону. То есть по-разному бывало. И точно так же противник регулярно ошибался. Это неизбежные ошибки, но тут, да, вот произошла ошибка. Посчитали потом, сколько, более трезвую оценку дали тому, что попало в окружение. Ну и соответствующим образом начали корректировать и план использования той же там второй гвардейской армии, которая прибыла из Тамбова под командованием Малиновского. Планы ее использования, то есть стали уже как-то так корректировать свои замыслы сообразно с новой реальностью. Это нормально, это хорошо. Вот всегда смотреть в глаза реальности, это всегда хорошо. У нас научились это делать, и как раз, опять же, противоположность противнику, который чем дальше к 1945 году, тем больше в глаза реальности не смотрел. Отсюда все эти там взбалмошные крики, где Венг, где Хольсте, где Штайнер, там... Ну, а что немцам было делать? В общем-то, там и в первой фазе мировой войны, и во второй расклад был такой, что немцы могли надеяться только на быстрый выигрыш, если у них все пойдет по плану, а любые варианты без риска заканчивались гарантированным проигрышем. Ну, тут все же надо понимать, что уроки Первой мировой войны наш противник, к сожалению, выучен. Поэтому на нас они пошли с синтетическим горючим, с дигликолевым порохом, с новыми технологиями ведения вооруженной борьбы, в конце концов, что называется, со штампосварным стрелковым оружием, многими-многими другими решениями, там, синтетическим каучуком, масса всего. Ну, они это все учли. Синтетический каучук Поэтому и у нас был, но из очень дорогого сырья. Они нашли сырье подешевле. Ну, тут вопрос цены, он даже был не столь важен, может быть, даже вопрос цены, а в условиях военного времени, сколько наличие тех или иных ресурсов. Поэтому противник был готов, и то, что мы его сумели переиграть, это большое наше достижение именно в свете того, что в условиях блокады, которая возникла, как говорится, с вступлением в войну 3 сентября 1939 года Франции и Великобритании, немцы были вполне способны добраться своей бронетехникой до Сталинграда, до Кавказа. То есть у них был план «Б» в лице синтетического горючего. И это, да, противник был другой, чем был у наших предков в Первую мировую. Кстати, синтетическое горючее они делали в основном из бурого угля на востоке Германии. Так вот, на протяжении большей части отдельного государственного существования Востока, Германской Демократической Республики, эти месторождения оставались основой энергетики всего тамошнего хозяйства, что показывает, какой там был объем и насколько бы их хватило. Но об этом, да и о многом другом поговорим после новостей. Не переключайтесь. Допрашиваем мы сегодня сотрудника лаборатории военной экономики РАНХИКС, историка Алексея Валерьевича Исаева, по делу о том, можно ли было и нужно ли было пытаться окружить немцев в ноябре 1942-го не только на Волге, но и на Кавказе. Ну, в общем, если кратко, то Алексей Валерьевич достаточно убедительно показал, что даже если бы и планировалась такая операция, риска бы в ней было слишком уж много. У нас звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие ведущие. Скажите, пожалуйста, вот в 1942 году, помимо южных рубежей, шли ожесточенные сражения с немецким командованием на Ржевском направлении, и была проведена попытка неудачного прорыва к Ленинграду. Вот насколько эти боевые действия влияли на ситуацию на других фронтах? Им возможно было комбинировать переброской дополнительных войск именно к Сталинграду, чтобы более успешно развивать это наступление. Ну, если позволите, начну я, поскольку была у меня на сей счет статья. Если кратко, то при тогдашней конфигурации основных путей сообщения та из сторон, что отказывалась от противоборства под Ржевом, получала кризис снабжения на протяжении, по крайней мере, пары тысяч километров фронта. Ржев закрывал нам путь к Смоленску, к ключевому железнодорожному узлу. Ну, а немцы, если бы мы ушли из-под Ржева, получали шансы вновь прорваться к Москве, к крупнейшему железнодорожному узлу. Под Ленинградом картина несколько иная, но там тоже ни одна из сторон не могла отказаться от противоборства. Опять же, в основном по транспортным соображениям. Но это если очень кратко. Ну, я тоже отвечу достаточно кратко. Этот вопрос вполне очевиден. Как я понимаю, в случае с Ленинградом речь идет о наступлении, которое было в августе-сентябре 1942 года за счет переброски армии Манштейна из Крыма под Ленинград. Но здесь столкновение сторон привело к тому, что не мы смогли реализовать замысел прорыва блокады, ни противник реализовать свой замысел по блокированию города с прорывом через Неву до соединения с финнами и, соответственно, перерезания дороги жизни. То есть тут, что называется, планы противника тоже были обнулены, и мы решили негативную задачу — срыв плана противника. Это само по себе тоже достижение. Срыв плана противника, он, по сути, спас Ленинград от катастрофического развития событий, даже независимо от того, какие планы были на последующее время. Причем в случае потери Ленинграда мы теряли, помимо прочего, крупный комплекс военной промышленности, который, несмотря на блокадные условия, делал довольно многое не только для Ленинграда, но и для других наших фронтов. Ну, большого значения, конечно, это производство в условиях изоляции не имело. Это как бы в 1941-м вывозили оттуда продукцию, которая была сделана еще, что называется, в лучшие времена. Ну, и это в тех условиях было значимо. Ну да, но это, говорю, это несколько уже более прошлая ситуация, а тут цель прежде всего выживание населения. А что касается Ржева, то да, у немцев тоже были наступательные планы, но не в сторону Москвы. У нас еще звонок. Да, ну я тогда кратенько скажу, что были у немцев тоже наступательные планы, соответственно, отказ от наступления под Ржевом — это два негативных последствия. Это удары по нам и по Калининскому фронту. И второе — это немецкие танковые дивизии, а конкретные номера, например, 9-я, 2-я, они бы уехали под Сталинград. И неизвестно, как бы еще развивались события под Тацинской и Морозовской. Да, ну давайте слушаем. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот конец войны, наши войска берут Берлин, и примерно где-то миллионная группировка вермахта сдается, так сказать, союзникам. Вот, так ли это, и как это можно вот объяснить, прокомментировать, что, в принципе, они могли бы сопротивляться или пытаться перебросить под Берлин такие вот группировки, но просто где-то миллион сдался. Спасибо.
Ну, я думаю, что это немножко такой, как бы, отзвук реальных событий, может быть, в отражении где-нибудь, не знаю, в поп-культуре, может быть, какие-нибудь художественные фильмы, где такие цифры называются. Я думаю с высокой вероятностью, что речь идет о окружении группы армии «Б» в Руре. Соответственно, там не миллион, там где-то 1400. Это, ну, с формальной точки зрения, самое большое окружение, но его какое-то время добивали. И там не сказать, что все сразу подняли руки вверх. Там были бои с окружением, конечно, может быть, не такие, как операция «Кольцо», но проблемы это создал, и в том числе поворотом части сил против Рурского котла американцы, персонифицированный Эйзенхауэр, фактически поставили крест на походе в направлении Берлина на, что называется, завоевание своими силами немецкой столицы. Да, но если бы они не добивали этот котел, то войска, ушедшие в сторону Берлина, рисковали остаться без снабжения. Да, там достаточно активные были войска, способные на какие-то контрударные действия. Возглавлял их никто иной, как Вальтер Модель. Тоже человек, прямо скажем, с большим опытом и на Западе, и Востоке. Кризис-менеджер германской поэтому, армии. Да, он мог доставить немало неприятностей, вплоть до реализации такого плана, как Альпийская крепость. То есть увести свои войска в Альпы, из которого пришлось бы выковыривать при каких-то обстоятельствах. Поэтому, опять же, высшее военное руководство, в том числе союзников, оно предпочитало ставить реальные цели. Еще звонок, слушаем было вас. как раз окружение Рура. Слушаем. Здравствуйте, Александр Юрьевич, Саратов. Скажите, пожалуйста, если бы так глупо не понесли бы в мае под Харьковом, может, не пришлось бы отступать до Сталинграда, соответственно, в ноябре 1942 года было бы автоматически сделано больше? Спасибо. Ну, я бы не преувеличивал роль майской катастрофы под Харьковом в общем развитии событий в 1942 году. Я напомню на всякий случай, что Блау, операция, немецкое наступление, То есть голубая в переводе. Да, но это вот линия планов, которые были Вайс против Польши, там. Дальше тут Гельб против Франции, Рот красный. Ну, в общем, план Блау, он начался не под Харьковом, он начался на Воронежском направлении ударом 4-й танковой армии на Воронеж. Где Харьков, где Воронеж. Поэтому я бы не преувеличивал роль катастрофы под Харьковом в негативном развитии событий летом 1942 года. Прорыв на Воронеж он вообще не отменял. И имея, например, сохраненную группировку Харьковскую, ну, может быть, да, удалось бы какие-то, может быть, контрмеры предпринять, поскольку остались без резервов. Но то, что фронт посыпался совсем не под Харьковом в первую очередь, это тоже абсолютно однозначный факт. И тут в том числе не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Не с Тимошенко все началось, совсем с других людей. Поэтому то, что поддались на дезинформацию с Кремлем, то, что передвинули 5-ю танковую армию для того, чтобы отражать гипотетический Кремль, это, говорю, это есть в переваливании всего на Харьков определенная, что называется, доля подмены реальных проблем, реальных виновников. Так, тут два вопроса по телеграмму от одного и того же человека. Татьяна спрашивает, давно мучает вопрос, почему по итогам Великой Отечественной войны Сувалкский коридор не вошел в состав РСФСР, хотя Калининград стал российским, а не городом Литвы. Просчет или другая причина? Ну, честно говоря, я не особо в курсе вот этих политических нарезок границ, но я бы так сказал, что после войны были некоторые иллюзии, что вот если Польше, например, дать больше промышленности, они станут с пролетарской косточкой. Но, как показала практика последующая, Горбатова могила исправит. Ну, а что касается Литвы,
то если бы Сувалкский коридор вошел в состав Российской Федерации, Литва лишилась бы выхода к морю. А это, во-первых, достаточно неприятно для экономики, а во-вторых, ударило бы со страшной силой по самолюбию. Литва, насколько я знаю, не простила Германии того, что та у нее в 1938, кажется, году отобрала Мемель, Мемель, нынешнюю Клайпеду. И если бы мы прошли до Северной трети Восточной Пруссии сухопутным коридором, то Литва была бы и на Россию страшно обижена. Вот. И еще вопрос от той же Татьяны. В какие республики было эвакуировано население из европейской части СССР? Ну, сразу же скажу, что семья моей мамы была эвакуирована в Киргизию, в какое-то там село, не помню какое. Ну, а семья моего отца, за исключением деда, который был военным медиком, остальные были эвакуированы в Ташкент, но не потому, что город хлебный, а потому, что моя бабушка была крупным фтизиатром, специалистом по туберкулезу, а именно в Узбекистане оказался климат наиболее подходящий для того, чтобы эта болезнь развивалась как можно медленнее, и можно было ее лечить. Соответственно, туберкулезные санатории из Черноморского побережья эвакуировали в Узбекистан. Вот это мой личный опыт. А какова известная вам статистика? Здесь надо понимать, что эвакуировали еще и, в первую очередь, предприятия промышленности, поэтому понятно, что размещение, эвакуированное население, оно было очень разнообразным по географии. Да, использовали ресурсы Республик Средней Азии, это тоже и с историей моей семьи связано. Мой дедушка был эвакуирован из Бессарабии через Одессу как раз в Ташкент, и он рассказывал, как они там эвакуировались под бомбами, как люди там бросали весь скарб и садились на суда, входящие транспорт из Одессы, можно сказать, с узелками. Так что тут география, она была очень обширна, но я бы так сказал, что здесь свою роль, конечно, играли продовольственные ресурсы, то, что имелись какие-то и посевы, зерно, животноводство где-то. То есть это тоже учитывалось. То есть баланс продовольствия конкретных регионов, он тоже учитывался. И Средняя Азия в этом плане была благоприятным регионом для таких перемещений больших масс людей. Спасибо. А теперь, наверное, вернемся в конец 42-го, начало 43-го и вернемся опять же на Кавказ, поскольку в конечном счете именно он был для немцев главной целью. Да, и здесь надо понимать, что вот этот отход через Ростов был не единственной опцией. Если задаваться вопросом, кто куда делся, да, первая танковая армия Клейста, она ушла через Ростов и участвовала в итоге в боях в южном секторе Советско-Германского фронта. А 17-я армия, она отходила на Таманский полуостров. И для ее снабжения были использованы те же самые транспортные самолеты, которые снабжали Паулюса. То есть она отошла в Тамань, и с континентальных, с крымских аэродромов по короткому плечу возили грузы, в том числе, кстати, вывозили трофеи, те же там металлы, которые немцы награбили на Кавказе. Кстати, насчет металлов.
перескочу в 43-й или даже начало 44-го. В мемуарах нескольких немецких генералов страшное возмущение тем, что проклятый Гитлер, ни черта не понимавший в военном деле, заставлял их удерживать Никополь и терять там чертову уйму сил. Но дело в том, что Никополь – это второе в России после Чиатуры. Но Чиатура – это Южный Кавказ, конкретно Грузия. Так вот, Никополь – это второе в России месторождение марганца, а без марганца ни броню толковую не сделать, ни даже танковые гусеницы. И каждый день, в течение которого удерживали этот самый Никополь, позволял вывести оттуда марганцевые руды на многие десятки танков. Ну, на самом деле, там, если там, точно воспроизводить эту историю, то там в определенный момент Альберт Шпеер сказал, у нас запасов марганца достаточно, то есть у нас другие есть узкие места, от которых нам наступит хана до того, как исчерпается марганец. И после этого Гитлер, что называется, махнул платочком, как бы все, сдаем эти шахты, и они их благополучно сдали. Их, правда, не спасло от того, что по ним здорово ударили и загнали в котел, но это уже, что называется, немножко другая история. А тогда они шахты постарались вывести из строя, их в 1944 году, соответственно, восстанавливали. Но так, да, всегда идет борьба за ресурсы, всегда идет борьба за нефть, которая как кровь войны. Причем для нас Северный Кавказ — это не только нефть, это, например, и олово, это вольфрам, то есть, в общем, многие те вещи, которые были жизненно необходимы. Когда немцы вышли к Кавказу, наши начали экспериментировать с подкалиберными снарядами из углеродистых сталей, поняли, что это не взлетит, нужен вольфрам. И вот благодаря тому, что отогнали противника с Кавказа, был вольфрам, и он, в общем, выручил на той же Курской дуге, когда были подкалиберные снаряды, которые брали немецкую бронетехнику. Кстати, как раз и вольфрам. Что вольфрам — это еще и так называемые твердые сплавы на основе карбида вольфрама. Это лучший тогда инструмент для обработки металла резанием, обеспечивавший очень высокую производительность. Да много чего, сейчас, на самом деле. Да, вольфрам несколько потеснен корундом, то есть окисью алюминия, для которой сырья на Земле совершенно немерено. А вот тогда без вольфрама производительность наших военных заводов падала в разы. Вот тут еще два вопроса. Автор не указан. Почему попытка прорыва блокады в 1942 году оказалась провалом? Блокада Ленинграда, я оговорился, извините. А в 1943-м успешной. В том числе благодаря накопленному негативному опыту, который привел к простой, на самом деле, мысли, что надо бить по кратчайшему расстоянию из двух сторон. То есть изнутри кольца блокады и снаружи. И как бы предыдущие попытки были попытками решить проблему прорыва немецкой достаточно прочной обороны в бутылочном горле, примыкавшем к Ладожскому озеру. И в том числе попытались пройти по дальнему плечу. Это вот как раз история со второй ударной армией. И опыт негативный, собственно, негативный опыт, начиная с осени 41-го, на самом деле, года, привел к идее, что надо наносить два равновесных удара изнутри кольца блокады и снаружи, и этот опыт принес успех. Плюс такие вещи, как там накопление боеприпасов, накопление опыта, в том числе по ведению разведки и много-много другое. Пришло время. Объективно, кстати, вы
в книге о Курской битве показали, что мы там израсходовали за неделю обороны и потом за пару недель наступления запасы, накопленные в течение 3, по-моему, месяцев. Да, то есть там был расход некоторых номенклатур боеприпасов, там 400% месячного производства. И из ГАУ писали о том, что вы такими темпами расходуете, что у нас скоро ничего не останется, так что вы там вы еще понимаете пределы. Еще вопрос. Могли ли немцы после взятия Сталинграда двинуться дальше, за Волгу? Не за Волгу, а вдоль Волги на север. У них был план, назывался там «Малое решение» или там «Осенняя лоза». У них там были некоторые перестановки с названиями. В общем, удар на север и устроение Красной Армии Крымского фронта-2 с окружением части сил Сталинградского фронта, которые стояли под Котлубанью. То есть за Сталинград им идти не надо было, не требовалось, острой необходимости не было. А вот нанести контрудар и побить войска, которые им угрожали, они могли, да. Это привело бы к просто массе негативных последствий. Это удалось избежать благодаря тем, кто сражался на улицах Сталинграда. Те, кто убился и на не улице. только. Да, как вы отметили, в принципе, размах боевых действий простирался вдоль Волги, по-моему, на пару сот километров. Там все же не сот, конкретно к Волге все же вышли на достаточно узком фронте. Нет, но вот бои на флангах Сталинградской группировки. Скорее, по Дону. То есть тут как бы комплекс мер принятых принес ожидаемый результат. Опять же, Паули смог развернуться, срезать плацдарм у Клёцка-Серафимовича. И тогда план Уранба сразу посыпался. Поэтому надо понимать, что те, кто сидел в развалинах Сталинграда и бился, они работали на победу. Тут от немногих зависела судьба многих, как это часто бывает в истории. Ну да. Это уж фраза из речи Черчилля о летчиках, да. Но у нас тоже такое было. То есть тут что уж греха таить. Тут масса была эпизодов, когда от немногих зависела судьба многих. Ну да. Но я думаю, что об этом мы с вами поговорим при следующей встрече, скорее всего, тоже приуроченной к годовщине какого-нибудь значимого военного события. А вам, я надеюсь, через неделю тоже будет интересно. До свидания.